Приветствую всех, друзья! В этом ролике речь пойдет про очень старый токарно-винторезный станок конца 19 века. И хоть конструкция очень простая и классическая для данного периода, у него есть элементы, которые опередили свое время на годы. Довольно крупный станок, более 3 метров в длину, был выпущен малоизвестной компанией из Ливерпуля, Англия, под названием Джонс и Бартон, которая занималась в основном изготовлением стационарных паровых двигателей, котлов и ряда станков. Джонс и Бартон экспортировали свою продукцию в основном в латинские страны, например, в Испанию и Латинскую Америку, особенно в Бразилию. Типично для тех лет станок имел V-образную станину с плоскими направляющими, крупношаговые незащищенные задние шестерни и сменные колеса. Довольно крупный суппорт с 2 Т-пазами для дополнительной оснастки перемещался при помощи зубчатой рейки. Для нарезания резьб присутствовал ходовой винт. Однако все это вполне ожидаемо, но есть такая особенность интересная, которую я раньше не встречал, и заключается в присутствии зубчатой рейки на поперечную подачу, но винт там тоже есть. Это становится логичным, если внимательно рассмотреть задний конец винта, на котором мы замечаем прямозубые шестеренки, на которых передается вращение через червячную передачу со своего рода ходового винта. Как вы уже поняли, это автоматическая поперечная подача. От этого же вала путем переключения рычага на передней поверхности суппорта включалась автоматическая продольная подача. В общем, вот такие станки раньше делали. И самое интересное то, что литье и сам материал настолько качественный, что за столько лет у станка не образовались никаких каверн, как обычно это бывает. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока.